Всем привет, парни и девушки. Итак, для этого видео я решил купить на Авито видеокарту за 5000 рублей с копейками. И речь пойдет о великой, я бы даже сказал, легендарной GTX 1050 Ti. Я думаю, эта видяха не нуждается особо в представлении. Одно время это была самая популярная модель вместе с 1060 среди пользователей именно в Steam. Да и не только в Steam. В общем-то, в 2017-2018 буквально через одну сборку везде ставили 1050 Ti. И я был тоже в том числе. И все это было замечательно до тех времен, пока не вышло, если помните, RX 570 и 1650. А так, конечно, все это время 1050 Ti продавалось не то, что там ящиками, я не знаю, там фурами, целыми сотнями фур, забитыми 1050 Ti. И вот спустя таки почти 10 лет, давайте же с вами посмотрим, на что способна эта поистине народная в прошлом видеокарта с большой буквы. В общем, на Авито продается просто очень большое количество 1050 Ti, и модели там, ну, все абсолютно разные, очень разные, и средняя цена от 5000 до 6500. Вопрос только в том, что можно сегодня купить из новых видеокарт за 5-6,5 тысяч рублей. И ответ очень простой: абсолютно ничего. В этом диапазоне из новых видеокарт можно купить, например, за 5500, ну, скажем так, GT 730-740. Что такое GT 730, вы спросите? Я думаю, тут как бы нет смысла что-то рассказывать. Это просто, ну, подобие видеокарты, и обычно их ставят просто, чтобы хотя бы хоть что-то стояло в компьютере и можно было, например, запустить там Майнкрафт. И в этом плане GT 730, я думаю, в 4 или даже в 5 раз слабее, чем 1050 Ti. И думаю, что лучше все же купить бэушную 1050 Ti за 5-6, чем, скажем, там новую из коробки GT 730, 740 и так далее. И в то же время покупать новую запечатанную 1050 Ti тоже нет абсолютно никакого смысла за 14 тысяч. Да, именно столько стоит сегодня, например, 1050 Ti в том же DNS, ровно 14 тысяч. И это тоже абсолютно неправильная покупка, потому что если доплатить там смешные 700-800 рублей, можно взять уже 1650. И даже на памяти GDDR6 она просто на 50% быстрее, чем 1050 Ti. Так что, друзья, покупать новую 1050 Ti в 2023 это просто фатальная ошибка. Если вам нравится, конечно, Nvidia, то сейчас оптимальные это 1650. Это самая доступная из видеокарт именно по цене. Если же вам не нравится Nvidia, то можно взять AMD. И в этом случае можно присмотреться, например, к RX 570, там 580 или, скажем так, например, 650 XT. Однако, еще раз, друзья, повторюсь, 1050 Ti крайне печальное решение, именно если брать ее новой из DNS, например, за 14 тысяч. Но если взять 1050 Ti бэушные с Авито, хотя бы там за 5-6 тысяч, то это уже просто отличная замена в сратой GT 730 или там GT 1030 и прочим ультрабюджетным типа видеокартам. В моем же случае, как видим, 1050 Ti оказалась не в самом лучшем исполнении, скажем так, ну и не самым худшим. То есть хотя бы у нас имеется две вертушки и что-то наподобие бэкплейта, только правда он пластиковый. То же самое как бы радиатор, он просто как бы здесь из цельного кусочка алюминия, а не полноценный из металлических пластин. Ну, короче, это очень бюджетная модель, хотя, еще раз повторюсь, есть еще более бюджетные, например, вообще с одним вентилятором, просто кусочек платы. Мы вернемся к этой теме, я думаю, буквально через минутку. Сейчас хотелось бы, с вашего позволения, поделиться со зрителями полезной информацией. Друзья, стать специалистом и вкатиться в IT-индустрию сейчас просто как никогда. Если раньше для этого требовалось долго и упорно штудировать самоучители и вслепую в кавычках ковыряться в коде, то теперь всему необходимому можно научиться онлайн, особенно если записаться на курс «Профессия Python разработчик» с гарантией трудоустройством от Skillbox. Курсы Skillbox – простой и удобный способ начать карьеру в IT. Программа обучения более чем на 70% состоит из практики, приближенной к реальным задачам, благодаря чему вы будете получать необходимые навыки, а не просто теорию. Учиться при этом можно когда угодно, сколько угодно, никакого строгого расписания, так что можно совмещать с работой и получать знания с комфортом. А если появятся какие-то вопросы, то их можно задать кураторам-программистам из крупных IT-компаний. По итогу обучения ваше портфолио пополнится 3 проектами, включая стажировку в команде под руководством тимлида. Первый платеж за учебу, к слову, только через 3 месяца. Ну и самое классное, друзья, Skillbox гарантирует трудоустройство по окончанию обучения. Skillbox настолько уверен в своем
своем продукте, что готов вернуть вам деньги, если после окончания обучения вы не найдете работу. При этом по статистике платформы большинство студентов находят работу уже спустя 6 месяцев после начала учебы на курсе. В общем, самое время вкатиться в IT. Тем более, что для своих подписчиков я припас промокод SHELEST1, который дает вам скидку 55% на курс. Так что переходите по ссылке в описании и изучайте полезные навыки вместе со Skillbox. Всем удачи! Ну а мы вернемся к теме нашего видео. Итак, начнем профилактику этой видеокарты. И первое, что нужно мне сделать, это полностью раскрутить и разобрать весь корпус, снять далее пластиковый кожух, открутив при этом 6-8 винтов. Причем самое интересное, что раньше делали видеокарты, знаете, довольно просто, и заниматься разборкой сможет именно, то есть старых моделей, буквально абсолютно ребенок. В общем, после снятия лицевой части видим с вами радиатор металлический, то есть с одной тепловой трубкой, и это по сути и есть все, что будет охлаждать видеочип и память. После поднятия радиатора видим с вами, что таки да, действительно видеопамять контактирует с кусочком алюминия через термопрокладки, которые, скажем так, немножко съехали или потекли. Короче, их нужно нормально приклеить обратно на видеочипы, и также нужно чутка, скажем, подправить маленький радиатор на силовых элементах. Там тоже прокладка чутка, скажем так, скривилась. В остальном перед нами типичная, друзья, высохшая термопаста и очень немало пыли. Пыль, с которой я, если честно, не особо хочу возиться. Я просто протер саму плату с сухим ватным диском, и остальное решил промыть под обычным краном в обычной раковине. Самое важное, что промывать все это нужно водой так, чтобы не попала вода именно в отверстие для вертушек. Иначе все это потом закиснет и абсолютно сломается. Просто нужно поливать аккуратно водичкой, и потом все это обязательно просушить там феном, например, и протереть полотенцем, чтобы все это хорошенечко подсохло. И на этом как бы все. Мы почистили и помыли внутренности. Далее я аккуратно нарезал остатки термопрокладки, наклеил на каждый из видеочипов и достал, конечно же, термопасту. Хорошую термопасту MX4, и тоже нанес ее очень тонким слоем на видеочип. Также я решил исправить месиво на силовых элементах, то есть обратно приклеил железку, сверху надел вертушку, как это было в начале, и все это закрутил да покрепче. Все, в принципе, это и была та самая профилактика, просто промыл все от пыли, заменил термопасту и нормально приклеил термопрокладки. Такие действия сможет сделать, я уверен, любой человек за 20 минут. И теперь, наверное, пришло время запустить, примерно 5-6 игр, посмотреть, на что способна 1050 Ti в середине 2023. Итак, пожалуй, начнем по нарастающей, друзья. Сперва запустим простые мультиплеерные проекты типа Country, и в первом случае все настройки я выставил на высокий Full HD. Что ж, я думаю, в Country особо тут нечего комментировать, у нас более чем высокий фрейм от 180 до 240 FPS, и ценители Country, я думаю, останутся абсолютно довольны. Можно без проблем ставить даже 2К, я уверен, будет больше 120 кадров. И тут конкретно в этом проекте 1050 Ti чувствует себя более чем комфортно. Иное дело это Rainbow 6, это более требовательный мультиплеерный проект, и тут на высоких Full HD уже не стоит ждать 200 FPS, и взамен мы получаем, примерно 75, 85, возможно 90. Все зависит от сложности карты, однако спасибо, что хотя бы 75-80. И для динамичных шутанов самое важное, чтобы не меньше 60, и чем больше, тем лучше. Да, желательно больше 120 хотя бы, но и так вроде бы я без проблем стреляю на высоких Full HD. Если нужно больше кадров, то ставим, друзья, средний Full HD, и будет там 90-100, так что это абсолютно сойдет. Но на средних 1050 Ti без проблем все вытащит из старья. И в нашем случае в целом ожидаемый высокий фреймрейт, там 90, 120, 100 кадров, так что все отлично. Единственное, что картинка чутка растянулась на широкоформатном мониторе во время записи Full HD. Это просто GeForce Experience не умеет выравнивать соотношение сторон. Ну а так в целом нет вопросов именно к GTA 5, и также нет претензий к температуре на видеокарте. Ее предельная температура там, скажем, примерно 68, возможно 70. И для видеокарты любой абсолютно масти это просто смешные цифры. Печально, если, скажем, там температура будет 85-90, а так все отлично, и седает при этом видеокарта тоже мизерные 85 Вт.
Что ж, друзья, продолжаем повышать требования к видеокарте, и следом у нас уже современная Forza 5-я часть на высоких Full HD. Причем, заметьте, не на средних а на высоких, чтобы хотя бы достойно смотрелось визуально. И как видим, да, можно получить почти даже стабильный 60 FPS. Местами, конечно, бывают там просадки до 55 или поднятие до 70, однако сам факт, что современный автосимулятор, точнее аркадный симулятор на высоких Full HD выдает 60 FPS. Это, как минимум достойно с учетом того, что видеокарта обошлась мне в 5000 с копейками, и я запускаю далеко не самое старье. Да, конечно, если у вас процессор не как у меня там 13600K, что стоит в моем компьютере, то в этом случае вы точно не получите 60 кадров. Это здесь будем абсолютно честны. Да, процессор очень сильно влияет на любую видеокарту, и что поднимает фреймрейт очень заметно, но если у вас стоит, например, скажем, i3 11100 или там i5 10400F, то вы тоже получите примерно в Forza 45-50 кадров. Но если вы выбрали мощный ПК и пока что у вас нет денежек на мощную видеокарту вроде 4070 или там 3060 Ti, то на первое время можно просто поставить за пятерку 1050 Ti и даже что-то там запустить Full HD на высоких. Это у вас точно получится, я вас в этом уверяю. Что ж, в конце, пожалуй, еще запустим давайте парочку довольно тяжелых проектов по всем признакам. Это Киберпанк и Ведьмак 3 обновленный на 12-м директе. Да, я понимаю, что сейчас придет конец 1050 Ti, это очень тяжело, но чисто ради интереса начнем с Киберпанка. И тут на высоких Full HD с включенным FSR производительностью в среднем 27, возможно 35 кадров. Это еще очень с большой натяжкой. Это явно не очень комфортные 30 кадров, не те, что на консоли, и если честно, не очень прям приятно визуально. Пожалуй, единственным решением, я думаю, здесь станет, наверное, понижение настроек, вместо высоких поставить средние, чтобы понизить все тяжбы на видеокарту. И вот на средних, да, действительно есть небольшой прирост и получаем 35-40 FPS с нормальным фреймтаймом. Это важно, потому что не так сильно стала рваная картинка, что было на высоких. Так что при желании, при большом желании 1050 Ti даже позволит вам пройти на средних Киберпанк. Хотя на средний Киберпанк, если честно, я бы не стал проходить, да еще исключенным FSR. Очень сильно мылится при этом картинка, да и сами текстуры тоже, довольно такие простенькие, скажем так. Итак, в конце у нас, парни, остался еще Ведьмак 3 на 12-м директе на высоких Full HD и тоже с включенным то есть с включенным FSR производительности я выставил, значит, все эти настройки, и результат у нас на уровне, скажем так, Киберпанка. Причем, знаете, такие удовлетворительные 30 кадров, не очень далеко, не очень плавные, но это высокие настройки со всеми включенными эффектами. Если же, например, потратить 5-10 минут, то можно хотя бы подкрутить, я думаю, средний-высокий и немножко побаловаться с эффектами. Что-то выключить, что-то оставить, и получим без проблем стабильный 40-45. В общем, друзья, парни и девушки, что я хочу сказать. Однозначно, за 5000 рублей я смогу без проблем запустить любые сетевые шутаны буквально на высоких настройках на этой видеокарте за пятерочку. Танки, Dota, Fortnite и прочее, все это тянет без проблем 1050 Ti замечательно. Если же запускать современные, то тут уже нужно смотреть по ситуации. Где-то придется понижать до средних, чтобы удержать 30-40 кадров, но опять же, речь идет про полноценную видеокарту за 5000 рублей. Я показывал вам в начале видео, что можно сегодня купить из новых видеокарт за 5000. Вы помните, тут нечего выбирать. Я бы лучше взял бэушную 1050 Ti, чем новенькую запакованную из DNS GT 730 за 5000. В конечном итоге, стоит ли вам покупать GT 1050 Ti в 2023, зависит от ваших потребностей и от вашего бюджета. Здесь уже решать вам. Я просто купил, проэкспериментировал, посмотрел, вроде бы все нормально. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки или там, не знаю, комментарии, чтобы понимал я, стоит ли в будущем снимать еще что-то из старых железок на канале. На этом, друзья, у меня все. Не болейте. Увидимся с вами уже очень скоро. Всем еще раз удачи. До новых встреч. Пока-пока.